Ой, и опять все начинается с настройки чата. Господи, боже мой. Когда-нибудь он будет включаться самостоятельно. Ну, на стриме я имею в виду. Привет, Морт. Чё? Чё? Ой. Спасибо. Да, я не проверила опять вас, работает чат у вас или нет. Работает. Так непривычно так рано начинать стримить. Так, о, господи, как громко. Васт в этот раз работает, все хорошо. А я, походу... Нет, надеюсь, я не болею. Так, сейчас, пару сек. Привет, Флин. Сейчас я подойду, прям 5 сек.
Так, я снова тут. Всем привет. Джизик, привет. Извини, Джизик, что на прошлом стриме не увидела твое сообщение. Я не специально, у меня просто чат не работал почему-то с воздухом. И я не заметила этого. Вот. И я не приболела, нет, я просто убиралась, а после уборки я всегда чихаю. Так, чё, продолжим? А на чем мы остановились? Я не помню уже. А, я вспомнила, мы слона ищем. А я включила звук. Вы меня слышите? Так, давайте сразу переоденемся. Так, что у нас есть? Так, мистер Свифт и мистер Гилден были партнерами, но много спорили о земле, где ведутся раскопки и найденных там сокровищах. У слонов сейчас брачный сезон. Голиаф был взвинчен и очень опасен. У обоих подозреваемых, Артура Свифта и Пола Перкса, есть коробочка с дротиками для духового ружья. Так, я думаю, это так. Артур Свифт посвятил изучению истории всю жизнь. Вероятно, он не был готов бросить исследования. Так, это не подходит, окей. Так, дневник Джона. Что у нас здесь? Можно, типа, мы все прочитали? Ну, тут просто он иногда одинаковые сообщения пишет. Ой, сообщения. Заметки. Так, документы. Так, это мы все читали, если что, это просто... Просто мне нравится, что эти галочки. Так, так, это мы потом... Это побочки, я так понимаю, да? Так, что? Блокнот с кожаной обложкой. Так, это мы читали. Я просто пытаюсь освежить себе память, на чем мы остановились. Так, нам с вами нужно... Нам с вами нужно вернуться в этот, как его. Вот сюда. А я только до сюда могу или до сюда могу? Нет, только до сюда. Нам с вами нужно с этим, с Полом встретиться. Для этого нужно, чтобы скрипт сработал, да? Нам нужно какие-то банки найти. О, как резко включили свет. Так, а мы уже тут находили банки. Вот здесь вроде бы.
Так, мне кажется, это не та, да? Может, мне что-то с бинтами надо сделать? Ну-ка. Нет. Блин, надо найти нормальную улику. Я думаю, что это вот она. Блин, ты меня опять напугал. Она тут не работает почему-то. Банки-то мы нашли. Виталий. А, вон, я нашла. Undeniably psychotropes. Not for toothache, I think. Так, мы нашли наркотики. Undeniably psychotropes. Not for toothache, I think. И что, все? A typical tea tin. I wonder what he has for biscuits. Так. Так, на складе были доказательства того, что Пол сотрудничает с преступниками, привозит на своей яхте психотропные вещества. Oi! Hands off my possessions before you lose your fingers. Are you illiterate? The rules are written everywhere. Ah, Mr. Perks, the cabin boy himself. Champion, you mean? I was right. You are illiterate. I think a couple of shiners might. Ой, сейчас будет драка. One last chance. Who are you? I'm Sherlock Holmes, a friend of our mutual acquaintance, Miss Imogen. Look, you artichoke. Imogen has no friends. Артишок. Except for me. If you must try to Artichoke. consult people, it's better to know the meanings of the words that you're using. You fancy you could teach a sailor to swear? Go ahead. Show me how inventive you are. Stand still for a moment. Ой, он уже готов. Это женщина? КДК не видно. О май гад. У нас трансвестит. Это женщина. Опа. Локоть распух. Полуперекс женщина. Она притворяется мужчиной, чтобы вести дела наравне с ними и добиваться своего. Под прикрытием парусного спорта она перевозит товары для кордонских банд. Такая жизнь крайне опасна, о чем содействует травма руки. Несмотря на напускное бесстрашие, она часто попадает в переделки из-за связи с преступным миром, и все же она завоевала себе место под солнцем, хоть и под мужским именем. Не вижу причины скрывать ее тайну другим. Полуперекс женщина. Она притворяется мужчиной, чтобы вести дела наравне с ними и добиваться своего. Она вкладывает в парусный спорт все силы и средства, несмотря на трудности хождения по морю. Синяки и травмы — знаки почета в этом опасном спорте. Бесстрашная яхтсменка добивается всего сама, хотя от женщин подобного не ждут. Не вижу причин раскрывать эту тайну. Но это точно вот это, потому что мы же нашли там
контрабанду. So, a woman wishes to become a real criminal, and smuggling is a stepping stone towards that? Is there not enough prestige in yachting? Or is it easier to compete with other fools like yourself? Everyone has a starting pistol, just shoot and run. Don't say a word. I don't know where you're getting half of this nonsense, but you're on some thin ice here that I'm willing to crack. Damn you, Paul. I'm sick of... Who's this peacock? Does he know who I am? I definitely know who you are not. You're not a dictionary reader, at least. I wanted to see how you... Что он всем про этот interact словарь with each говорит. other in your natural habitat. О, сейчас будет... О, нет. Сейчас будет то, что я думаю. But I'm afraid I have to interfere. Да. Они так спокойненько ждут, когда сцена пройдет. Да почему в меня могут стрелять, пока я... Почему они в меня стреляют, пока я это... Так, а ну-ка давай-ка это, мы тебя как-нибудь сейчас разведем. Хоп-хоп-хоп. Блин, у него сзади эта штучка. Да офигеть он дамажит. Да чтоб тебя, а. Так, ладно. А то мы сейчас это сдохнем здесь. Take a rest, my friend. Да что она никак не забивается, алло? Нет, мы умрем. Мне кажется, мы умрем. Все, это конечное. Да блин, ну не стой на месте! Шерлок Холмс, блинский. Что с ним не так? Почему я не могу в него выстрелить? Да это все. А? Фух. Так, еще бегут. Ну какая еще перезарядка, колесики? Ой, божечки. Ой, я его убила случайно. Я случайно, честно, я его случайно убил. Все? Ну, неужели? And there's no reward for risking our lives. Paul's explanation will suffice. Блин, я случайно его убила. Так, что у нас? Так, на меня напали бандиты, которые явились за Полом. У меня к нему много вопросов. А где он? Она. Your fellow mariners have a strange way of showing hospitality. They were not my friends. Are you sure? I would rather risk my neck for someone who's at least honest and thankful. Perhaps then don't enter someone's life and be so judgmental, pretending you're better than they are. Then give me your perspective and allow me to see through your eyes. What were you doing this morning, Miss Perks? Don't call me that. I'm a champion. I was sailing. The other club members told me that you missed the race this morning. Do champions not need to practice? You've talked with them already.
No, I wasn't racing. I visited the doctor after that attack on me. And then I had to honor the deal with the bandits you just took care of. Мне I кажется, tried to она tell you before, врет. but your partners interrupted. Have you heard the news? Theodore Gilden is dead. Do you have anything to say? Well, what a shock. To me, he was an angry old ogre. Good riddance. Was it Goliath that killed him? Did it crush him? Break his bones? Come on, tell me. I want all the details. You have an unusual way of showing grief. Imogen wouldn't appreciate that. But yes, the animal could have been involved. It's poetic in a way, isn't it? It takes a beast to kill a monster. I wish I could have been that elephant. You're asking for trouble with this smuggling business. You'd better leave it before they smuggle you out in a barrel. Don't patronize me. I've only ever had trouble with law-abiding citizens like Gilden and you, never bandits. So ask me anything you want, and then get out of my sight. Так, я нашел мастерскую, в которой работает Пол Перекс. В комнате с табличкой «Водоворот» я обнаружил окровавленные бинты. Я нашел ключ. Так, окей, давайте I'm это... clueless. I'm clueless. В смысле, ты не знаешь, что ты женщина? You smuggle illicit psychotropes on your yacht. Not a delivery for the hospital, I'm sure. Of course not. I've had to cut corners to earn some money. How might a person afford to pay for a yacht in an honest way? I don't know, although I'm smart. The buyers are my customers. Adults who are willing to pay for their pleasure, or weapons for jewels. Whatever they want me to deliver. Nothing criminal. Well, it's your lucky day. I'm not here because of smuggling. Have you tasted this tea yourself? I wouldn't have been a champion if I had used it. It's just a side business that keeps my career afloat. It's quite expensive to compete in yachting. Sometimes I cut corners. Such as fixing whirlpool yourself? Exactly. And sometimes I just have to pay. That's how I earn money. I don't sell slaves or take the last mangear from a poor family. Так, что? Что? Так, про раскопки, наверное, точно ничего не знает. It seems as though Theodore Gilden hung a sword of Damocles over your life and career. Were these only words or something more serious? Check my forearm. Pulled muscles and bruises. Small cuts. Nothing that you could call serious. I doubt that a man in his late Фу, 50s Тайфун, could она lessen же you. страшная. It wasn't him. He behaved like a rat and hired brutes. His boys tried to lock my hands Она behind my реально back, мужика but I was похож. faster and I escaped. Was he so protective of his daughter, or was it your feminine secret that provoked him? My guess is that he Шерлок was даже protecting his симпатичнее. property. As he saw it, he owned Imogen, and he treated her like a piece of furniture. He didn't want his daughter to be loved by anyone. What's more painful is that Theodore didn't allow me to love his daughter. А еще у нас тут, I'm not sure оказывается, that две your лесбухи. relationship with Imogen could be described as typical. Are you afraid of a woman in trousers? Now that's typical of men. What can you tell me about the elephant? He's smarter than some people here, including his owner. Although I feel he could be dangerous, no matter how much he's fed. Why is that? Have you ever seen Goliath attack anyone? Well, not exactly. But I saw it, abusing some poor tree during one of its walks with Theodore. The expression on that old ninny's face was priceless. But it wasn't funny to look at. Believe me, it was frightening. Так, раскопки. Does this knife seem familiar? I didn't find it in your competitor's back, to be clear. This knife is as blunt as your humor. It's a bosun's knife, but it's not mine. I wouldn't be so careless as to mislay my tools. Так, Пол заявил, что нож не его, он следит за своими инструментами и не теряет их. Окей. I'm clueless.
I don't know what this means. Так, она про это он тоже не знает. Look Вот. what I found. A box full of darts. Hey, that's mine. I confiscated it. These darts appear to be filled with something. Poison? How powerful is it? It's strychnine, enough to instantly kill a small rodent. I haven't tried it on a human yet. I hope you know what you're doing. Could it immobilize a larger animal, say, an elephant? I've never tried, but I have wondered. Пол утверждает, что окунает их в стрихнин и убивает ими грызунов. Окей. A charming picture. I've heard that champions do often pose with their trophies. Cheeky. It is a lovely trophy, though. I'm sure you will agree. What is it that you like most about her? Her naivety? Her father's money? A somewhat difficult choice. Especially now that her father is out of the equation. Ах, она какая меркантильная тварь. Imogen doesn't strike me as an industrious young lady, so I find it strange that she was busy packing up all her belongings when Mr. Gilden died. That's some favourable wind in your sails, isn't it? Is it so suspicious that a couple might embark on a trip? I wanted to thank her, so we planned to go travelling. A Theodore-free place, without elephants. The timing of it is suspicious, however. Your lady friend becomes an orphan and heir, and there's a planned trip directly afterwards. An improvised romantic dinner will never please a spoilt girl. A planned voyage might. It's not spur of the moment. Так, Пол утверждает, что они хотели уехать с кордона, чтобы оказаться подальше от Теодора. I don't know what you're suggesting. I don't know what this means. I don't know what this means. I don't know what you're suggesting. I'm clueless. А что мы еще должны у нее спросить? I don't know what you're suggesting. I don't know what this means. I don't know what you're suggesting. A. Swift. Are you familiar with this name? The gentleman had business with Mr. Gilden. Likely just another strange and wrinkled fellow like old Gilden was. Perhaps this Swift person has a rhino, and they wanted to see which pet was stronger. In other words, I don't know who he is, but I bet he's crazy like Theodore. I doubt that court owner has ever boasted a battle arena for that. Блин, а у Шерлока тоже, кстати, You КДК have не an видно. interesting А, imagination. нет, видно. Так, ключевые улики найдены. Окей, окей. Так, у нас чертоги обновились. Так, все обвиняют Голиафа. И... Надо найти Голиафа. Голиаф сейчас очень опасен, но без него дело не раскрыть. Чтобы приманить слона, придется сыграть на его инстинктах. Надо что, переодеться в слониху? Так, Теодор Гилден заплатил бандитам, чтобы те напали на Пола Перкса. Полу повезло отделаться легкими травмами. Так, Теодор Гилден очень хотел разрушить карьеру и жизнь Пола. Он даже нанял преступников. Как тут вообще все разворачивается. Возможно, Пол ушиб локоть, ударившись о стену сарая во дворе Теодора Гилдена. Опа. Так, Артур мог быть на месте преступления. Возможно, Артур был на месте преступления в день смерти Теодора Гилдена. Он мог ушибить локоть о стену сарая. Мне все-таки кажется, что это Пол был. Мне кажется, что это был Пол. Так, а что это за журнал? В смысле, что у нас здесь? Так, охота на Голиафа. Слон Голиаф присутствовал при гибели мистера Гилдена. Возможно, осмотрев его, я смогу больше узнать о произошедшем. У животного сейчас брачный период. Я могу воспользоваться этим, чтобы его выманить. У меня есть идея, но мне понадобится несколько вещей. Прочная серая ткань, не пропускающая газ. Инструмент, способный
издавать слоновий рев, резкий запах, чтобы привлечь слона. На раскопках я видела ткань, которая подойдет для куклы. Наутофон из лодочной мастерской служит для сигналов крупным судам, он наверняка пригодится. В кабинете у Теодора должно быть что-то, пахнущее слоном. Окей. Так, потом нам нужно в кабинет Теодора, да? Почему я не поменяла? Так, Теодор. Так, все, здесь уже желтеньким у нас горит это. Блин, что я нажимаю, а? Так, мне нужно вот сюда. Если, короче, золотым начинает вот эта лупа гореть, значит, мы там все нашли. А прикиньте, если это все сделала не Пол, не Свифт, а дочь его. Вот это будет поворот, да? Это интересно, я отсюда смогу зайти? Да. Так, кабинет Теодора. Он вроде бы у нас здесь. Что может пахнуть слоном? The spectrum, from the history of the Roman Empire to conspiracy theories of the French Revolution. Я не вижу что-то, что могло бы пахнуть слоном. A relatively functional choice to replace the finger. У него что, еще и пальца не было? Ой, духи с запахом слона. Did Theodore seek some pink elephants with this? I think Miss Gilden has barely matured. I think they were closer than you and me, John. I'm hurt. Так, тут все? Да. О боже, мы близимся к разгадке. Она все еще здесь, да? Ой, она такая это. Так, нам теперь нужно на раскопки. Да? Раскопки же нам надо. Так, подождите, нам нужно это химический анализ сделать. Из этой вонючей жидкости можно извлечь феромоны. Давайте этим и займемся. Так, это что дает? Сделать реагент отрицательным или положительным. Окей, а что нам нужно? 3 и 4. 3. 4. Минус 4. Тогда это, наверное, будет вот так. Господи, я просто гений. Так, я извлек феромоны, они привлекут слона.
Так, на раскопках я видела ткань, которая подойдет для куклы. Да, окей, нам нужно на раскопки. Так, а где у нас... Тут недалеко. Перемещение. А я туда иду? Да, я туда иду. Так, раскопки. Это нам сюда надо. Да, главное на себя не пшикнуть. Мне кажется, Шерлоку это точно бы не понравилось. Да и никому бы вообще не понравилось. Ну хотя... Есть же всякие извращенцы. Stop shirking. Get dressed properly and come inside. Да, точно, сори. Если я просто фартук надену, он меня пропустит. Stop, Lord. Так, а где мы эту ткань видели? Я не помню. Could you help me? You and I are the economic foundation of this island. We should help each other. But I don't know what you are talking about. Be swift. This fabric will work. Mrs. Nini seemed to know her sewing inside out. I bet she Так, missed тут it. тоже все улики I hope Miss найдены? Nini won't misunderstand. А, миссис Нини работает на перекрестке Найтс Роуд и Тринити Вэй в Скаладио. Окей. Нет, тут почему-то зеленым горит. Походу, мы не все нашли. А что мы тут еще не нашли? Ладно. Так, переодеваемся. Так, надо найти миссис Нини на перекрестке Найтс Роуд и Тринити Вэй в Скаладио. Скаладио. Так, Тринити Вэй и Найтс Роуд. Так, здесь уже не то. Что-то я вообще не вижу. Так, Найтс Роуд. На перекрестке Найтс Роуд и Тринити Вэй. Господи, где это? Ой, я нашла Тринити Вэй. Так, и Найтс Роуд. Вот перекресток. Так, надо до перемещалки добежать. Я правильно бегу? Да. Мы, кстати, так и не зачистили это как у логово бандитов.
Ладно, потом как-нибудь займемся этим. Вот, миссис Нини. Good day, madam. I've come to you with a special requirement. The tailors on the street can't help me, I'm afraid. Could you make a doll for me? Oh, Senor Holmes. You taught the police how to do their job, and they found the thief. Интересно, если бы вора бы не нашли, она бы нам не помогла бы сейчас? Such as my great niece might play with? A little larger than your typical doll. Signore, I don't understand. Boy, girl, animal, and what color? Animal, a passionate, perhaps amorous animal. Oh, Signore, you talk in riddles. I am an old lady who's seen it all. Tell me what you need. I need a life-size elephant. I think Mrs. Nini outdid herself with this one. Is that a tail? That's a trunk, John, but I must agree with you that it's her masterpiece. Well, let's not waste any time. Так, пора разыскать слона. Миссис Нини, это мы уже вообще-то читали. Так, теперь у меня есть замечательная кукла в виде слонихи. Надо наполнить ее газом из баллона, который стоит в сарае во дворе Гилденов. Так, теперь мне обратно нужно туда. Куда? Сюда. Вот сюда мне нужно, получается. Я не хочу пешком идти. Слишком далеко. Ой, нет, не то. Что это такое? Game is on. So, what's the plan? I hope it all doesn't go horribly wrong. We know that the elephant is seeking a female. We can arrange that. A doll with the appropriate scent might do miracles. So, you're a marriage broker. Well, I suppose that makes me a groomsman. You forgot about your new friends, Sherlock, Nabe and Laura. You won't reunite the trilogy. Oh, are you enjoying torturing me? Those are your friends, John. I have a case to solve. Well, it's up to you. But I think you'll regret it. Oh, she is a bit breezy, I must say. Well, Goliath is eager for a single female elephant in his area. It should be just enough for his taste. You'll need to trust me. Ой, нифига Are себе. we ready? I can't stand the tension. We're ready. Let's call the elephant. И стать звуки заигрывания по слоновьи. У нас с тобой будут очень красивые слонята. Блин, это такой кринж. How could anyone resist? Ты не расшибся в лепешку? Ты не расшибся в лепешку, когда падал с небес? I knew a lady once who said just that. Какой у тебя красивый хобот. Хочешь меня им отхлестать? Почему это так Too bad I'm кринжово? not an elephant. Блин, тут еще и Джон на этот комментарий дает странный. Take your time, Sherry. Тут надо в каком-то порядке That deserves a определенном. slap. And then a kiss. And here's our lovesick friend. Слоник. Ой, смотрите, у нее розовые щечки. О. What is the meaning of this? Why are you bringing it here? I won't allow you to leave it.
I assure you that it is only a temporary measure. It won't be long until the elephant is gone, I promise you. О, бедный Голиаф. Вы смотрите, он весь какой-то... Батюшки, ты чего такой весь побитый, слоник? It injured itself while running through the forest. Он поранился. Peaceful and compliant, almost a gentleman. The left tusk is larger and more worn. You're a left-tusked elephant. Ага. Дротик. Something in the needle. A feathered fletching. This might be promising. Так, здесь все найдено, здорово. Из шкуры Голиафа торчал дротик, в нем остались следы неизвестного вещества. Так, у нас 4, 3, 4, да? Ой, это уже посложнее. Так. Так, 4, 3. Так, нет. Как убрать? Так, 3, 4. Нет. Так, и нам нужен еще один. А у нас его нету. У нас есть только вот это вот. Так, а подождите, а что это означает? Так, превращение +1 к значению реагента. Ой, нет, все, это надо убрать. Это надо убрать. Точно надо убрать. Это все надо забросить. Это нам нужно сделать вот так. Вот так. Вот у нас получается 4. И все. И ступор у меня.
А нет, не ступор. Мы делаем еще вот так. Потом мы делаем так. И так. Внутри дротика был стрихнин. Такого количества яда достаточно, чтобы убить человека, но крупное животное от него не погибло бы. Скорее всего, яд вызвал у слона приступ ярости и прилив сил. Так. Я считаю, что Голиафа спровоцировали. Так, а мне, кстати, еще одну книгу надо найти. Так, нам нужно еще одну книгу найти. Почему только ключевые? Ключевые улики найдены. Тут все улики. Так, я не понял, почему ключевые? Так, может, нам с этой надо побазарить какой-то? I've nothing to say about this. I'm afraid I can't add anything useful. And, which part of the elephant is in here? It's quite pungent. Oh, that. It's elephant sweat. Father believed that it might replace traditional ambergris. Well, that's true entrepreneur spirit. А, тут все улики найдены, здорово. Так, ну... Здесь тут еще что-то есть. Destruction and trampled ground. Destruction and trampled ground. Не знаю, во дворе почему-то я не знаю, что я еще могла не найти. А. As if they were struck by a battering ram. I wonder how we managed not to hear any of this. Все. Здорово. Так, а у нас осталось вот это только, и все. Блин, а где же еще одна книга лежит? Мы нашли одну книгу в доме Гилденов. Одну книгу мы нашли на этом, как его, на раскопках. И одна книга, наверное, лежит в этом... в яхт-клубе. Скорее всего, так. Типа на каждой локации по книге. Мне нужно выиграть спор с Джоном однозначно. Ой, тут вот прям вообще с FPS что-то происходит нереальное просто. Так, стой. Пусть прогрузится, мы пока посмотрим, что у нас еще в чертогах. Ничего.
Блин, где найти книгу? Почему чертоги? О, нашла! Sentiments of hatred. I suppose there is something for everyone, including champions. Hey, a word about the trilogy. Right then, you literary expert, what was so important about these books? Or did you simply need some kindling? It's inspirational. I have a plan. Are you listening? I wish I wasn't, but I am. So, we catch a monkey, a langur, for example, then we extract some blood from it. What? Why? It will make us forever young, Sherry. Page 127 of the second book. Oh, I am so done with this. No, wait. Then how about we make a wax statue? I've stopped listening, John. Все улики найдено. Да. Тут у нас точно все. Да. Так, и Артур, и Пол могли выстрелить дротиком. И Артур Свифт, и Пол Перкс могли выстрелить слона дротиком. Какой-то человек выстрелил в Голиафа отравленным дротиком, чтобы слон разозлился и напал на Теодора Гилдена. Какой-то человек выстрелил в слона отравленным дротиком, чтобы защитить Теодора Гилдена. Мне кажется, что это так будет. Нет, Голиафа точно мы не будем казнить. Мне кажется, что это так. Так, а почему красным горит? Мы неправильно сделали? Так, подождите. Блин, ну просто вот это вот очень... Мне все-таки кажется, что... Мне кажется, что все-таки это так было. Ой, не-не-не. Вы как думаете, как правильно? Так, у меня, у меня что-то все зависло. Нет, у меня все нормально.
Тайфун, ты чё смеешься? Я просто думаю, у Теодора... Ой, у Пола... Какие были мотивы, чтобы убить Теодора? Ну, угрожал он ему, и все. Какие были мотивы у Артура? У него были более масштабные. У него, потому что... Наверное, он хотел остаться один в бизнесе, так скажем. Артур Свифт разозлил Голиафа, чтобы убить Теодора Гилдена. Он метнул в слона отравленный дротик, тот взбесился и напал на хозяина. Так Артур Свифт вернул себе место раскопок и все находки, представляющие историческую ценность. Мне кажется, это больше подходит. Артур Свифт натравил Голиафа на Теодора Гилдена, своего бывшего делового партнера. Ради собственного благополучия он пожертвовал чужой жизнью и свалил вину на животное. Такая жестокость не должна остаться безнаказанной. Еще плюс, он очень много читал про слонов. И про брачный период у слонов. Я считаю, что это будет так. Голиафа мы точно не будем. Что? Почему я не могу? Это неправильно? Я не могу выбрать этот... А, господи, тут же не так работает. Короче, пойдемте, обвиним его. Слон не виноват, его же, это как его, спровоцировали, в него дротиком там метнули, все дела. Плюс у него брачный период был, плюс его держали в неволе, поэтому... Слона мы точно трогать не будем. Пойдемте обвиним Теодора. Ой, Теодора этого. Артура Свифта. Мне кажется, что это он все-таки сделал. Потому что он слишком много про слонов знает. Так мы и так спасем слона.
Нам же все равно нужно обвинить кого-то, то это будет не раскрытое дело, получается. Так, сейчас, погоди, я переоденусь. Так, подождите. Когда слона метнули дротик, до или после гибели Теодора? И важно ли это? Как мы это узнаем? Так, стопы. Может, нам этот надо сделать? Как его воссоздать? Картину событий. Кто-то яблочки уронил. А как нам это узнать? Окей. Это только если спросить у кого-то. Пойдемте туда у Теодора. Да он не останется там навсегда. Сейчас, может, мы еще изменим решение. Ой. И что? Нет, все правильно. Тоже подумал, что я не туда приехала. Stop. You are guilty, Mr. Swift. Killing Theodore Gilden was a testing challenge. You succeeded. What makes you think I'm somehow involved in Gilden's death? My partner's death, I might remind you. Let me tell you a story. A man spends almost 5 years of his life locating an artifact. He puts every ounce of energy and money into his research. The same man even goes so far as to sign a contract with a ruthless man, a businessman. It was a risk, but the reward would be worth it. Years go by and there's still no result, so the businessman decides to end the man's research. He spits on the research, he promises to bury the site under an eccentric project,
All of this is just his whim. Theodore Gilden could do anything he wanted with this place, and you were anxious about the fate of your research. You wished to protect it. You tried to tame Gilden's eccentricity, but you killed him instead. Theodore wasn't trying to sabotage my career. We had a disagreement, but it wasn't as dire as you describe it. He wasn't a pleasure to talk to, but killing him? Nonsense. Your dart uses strychnine to kill rodents at the site, is that correct? Well, yes, that is its purpose. The same dart with strychnine was found on Goliath. The very same substance is a powerful stimulant. It causes convulsions, a flow of energy. You shot Goliath. The elephant became extremely energetic, agitated, and so terrified that it killed its owner. For a man of your age, it was easier to hit a larger grey target than a small man. You said it yourself. Goliath killed Theodore, and your strychnine speculations are absurd. Only athletes use it as a stimulant, not elephants. True, but one dart of strychnine would not be enough to kill the elephant, and you knew it. You were there when Theodore Gilden died. Nonsense. I visited him many times, but I wasn't there when the elephant killed him. Then I must have made a mistake, because the murderer met Goliath's rage personally. The perpetrator was hit by the gate and thrown into the shed. Your bruise matches the contour of the broken hole. One further detail is that the murderer had a bosun's knife, fairly useful in a place where one might cut ropes and В смысле, fabrics, позор, детектив, such мы as, неправильно I don't выбрали? know. Мы не угадали? Мы не That's раскрыли your дело? interpretation of the facts, Mr. Holmes. You've simply aligned them to suit your hypothesis. It's not a hypothesis once proven, it's theory, Mr. Swift. Theodore Gilden was a capricious man, extremely impulsive. But the cold-blooded nature of your plan makes you even more dangerous. You feel nothing. You show no remorse. It was simply a calculated move. And that is why you are under arrest. Nothing. You have nothing on me. I think I'll let the police decide if my findings are substantial enough for prosecution. This is all a dreadful mistake. This can't be happening. The elephant killed Theodore. Goliath is innocent and he should be free. He is not the real murderer here. That is the apex of your career, Mr. Swift. Farewell. Прощайте. Ой, у меня достижение, защитник животных. He was a murderer. I knew there was something wrong with him. Fortunately for us, being a murderer was not his profession. And about the elephant. While you were busy, I've dealt with it. No thanks to you. I asked you to solve this wretched problem, but you didn't. I couldn't be in two places at once, Miss Gilden. I was catching your father's murderer. But how have you dealt with it? A man agreed to take the elephant away. He came to me asking for permission to relocate it to his property, and I accepted. Well, congratulations, I suppose. That is one less problem. Actually, two, Mr. Holmes. I found my father's possessions that you can take with you and disappear. I appreciate it, truly. Well, someone has to do something. Take everything if you need to, and leave me be. Take care of yourself, Miss Gilden. Так, подождите. Мы сейчас пойдем по побочкам сначала. Так, на перекрестке Арна-стрит и Скарлетт-стрит в старом городе стоит памятник легендарному пирату по имени Карим Серебряная рука. Старый город нам нужен. Так, Скарлетт-стрит и Арна-стрит. Так, вот здесь получается.
Кто сможет нанять адвокат? Мы правильно выбрали или нет? Мне кажется, что да. Это что ли памятник пирату? Karen of the Silver Hand, the pirate with a golden heart. I told you I remembered him. Hey Sherlock, I'm up here. Guess what I found? A riddle, and it's about a treasure. Listen to this. What? John, you've surpassed yourself. Так, загадки серебряной руки. На памятнике нацарапана загадка. Их несколько, и Джон считает, что они приведут нас к утерянным сокровищам серебряной руки. Первая загадка. Чтобы древние пиратские сокровища сыскать, на перекрестке Эвро-Роуд и Крукет-Стрит нужно встать. Найди глазами мечеть, без оглядки налево иди. Колодец заветных желаний увидишь ты по пути. Come on, Sherry. This is just like the old days. Sherlock and John on a pirate's treasure adventure. Блин, а почему не пишут? Что там написано? Эвро-Роуд и Крукет-Стрит. На перекрестье Эвро-Роуд и Крукет-Стрит. Эвро-Роуд и Крукет-Стрит. Это тоже здесь или нет? Да. Вот нам сюда. Так, я надеюсь, что тут можно пройти. Да. Да господи. Да дайте мне пройти. Так, мечеть мы нашли. Нам надо сделать все по загадке. Так, мы на перекрестье. Так, мечеть вон там. Что там сказано? Найди глазами мечеть. Без оглядки налево иди. Колодец заветных желаний увидишь ты по пути. Так, налево. Я не вижу здесь колодца. Так, окей, может быть, нам нужно дойти сначала до мечети? Так, вторая загадка. Спеши, ведь негоже зря время терять. Пора на восток от развалин шагать. Там арка из камня давно тебя ждет, что издавна древних покой бережет. От каких развалин? Tell me, John, how did you even guess there would be something on top of the monument? Didn't I ever tell you about my psychic abilities? I should have. I even know where we ought to go next. Куда? Куда? What else do you need on a hot day like this? От развалин. Так, еще раз, что там сказано?
От развалин, может быть, это имеется в виду вот эти вот раскопки? Так, на восток от развалин. А где у нас тут восток? Давайте до тут добежим сначала. Salty breeze, old Вот. rooms, dusty roads. Do you recall clambering over these walls as a child? Perhaps. Did we find something at the top? Так, подождите. Вот развалины. Или это имеется не эти развалины? Ага, как сложно. Ну вот тут типа когда-то была арка. Здесь ни черта нет. Ладно, я все-таки думаю, что это не эта арка. Ой, не это развалина. Я все-таки думаю, что это эти. Да, господи, дай мне пробежать. Подождите, куда мы вообще пришли? А где тут раскопки были? Тут? Блинские, а?
Are you able to help me? My family is starving because of people like you. Go away. Так, тут тоже ни черта нет. Блин, тут слишком много всяких арок и всего остального. И развалин тоже. Ой, сейчас чихну. Что я еще потерялась? Тут же раньше где-то раскопки были. А, вот они. Так. О, господи, что еще раз там написано? На восток. Ладно, значит, это все-таки те развалины, которые мы тут нашли. Как мы на восток от них пойдем? О, блин. Прыгать он не умеет. Salty breeze, old ruins, dusty roads. Do you recall clambering over these walls as a child? Так, ладно, давайте небольшой перерыв. А то я сейчас с ума сойду здесь. Блинский. На восток от развалин, наверное. Так, вот развалина. От нее на восток.
Нет, все равно восток-то тут у нас. Давайте пока это задание, что ли, сделаем. Ah, it was an old skull. What a lucky find for a pair of young adventurers. It was easier to climb these walls back then. Not merely because we're older, but because the ruins are too. Of course. You said we needed to bury him. Do you remember where? Oh, one would think burying a human skull would stick in the mind, but somehow... no. An old man was standing here as we passed. Oh yes, I remember his face as we flew by with a skull in our hands. He looked as shocked as our grisly companion. Я не могу бегать, если что, в этом режиме. Nothing ever bothers an old Ottoman backgammon player. This wasn't the right place for a funeral. We were looking for somewhere more appropriate. Funny, nowadays you love putting men behind bars. You're a fellow of infinite jest, aren't you? Так, тут вода, надеюсь, мы не утонем. The water level was higher back then. I remember swimming through this mire while trying not to breathe in the horrible odour. Ой, о, нет, туда нам нельзя. Блинский. This is where we buried it. It seems that with time, our friend has emerged once more. The skull is ancient. Its likeliest owner was one of the Knights Hospitaller who died during the siege of the fortress. Я просто показал, что экран начал темнеть, и что сейчас это... Мы тпшимся опять куда-нибудь. Here hung those lips that I have kissed, I know not how oft. I felt so alone back then, John. Uncertain. Abandoned by my father. I know. The skull wasn't his, though it may as well have been. In the earth, all of us look alike. Надо, кстати, посмотреть, а у Джона открылся какой-нибудь еще один костюм? I find myself rather tempted to keep it. If not for sentimental value, then it's archaeological merit. Ну-ка. Нет. Так, окей. Так.
что издавна древних покой бережет. Что это может быть? Так, от развалин. Может быть, это мечеть? Или, может быть, это сторожевая башня? Давайте попробуем сторожевую башню. Что-то у меня с загадками плохо. Nice to see you. Тут слишком много арок из камня. Слишком много. О май гад. Давайте попробуем просто на восток идти. Мне кажется, что это где-то здесь. Ну вот это точно здесь. Но, блин. Salty breeze, old ruins, dusty roads. You recall clambering over these walls as a child? А точно ли мы только в старом городе сможем бегать? Может, тут еще где-то какие-то развалины есть? Может, это кладбище? Давайте попробуем на кладбище. Я уже есть хочу. Привет, Алекс.
Сейчас мы, короче, переместимся, пойду что-нибудь похавать себе возьму, потому что я то сейчас умру с голоду. Я прям чувствую это. Так, все. Стример отошел. Я тут. Сейчас я пирожок захаваю, и мы продолжим. Спасибо. Нам еще стримить целых 2 часа, поэтому тоже возьмите себе что-нибудь похавать. Да, мы до 9 уже по Москве.
Спасибо. В смысле подсказка 2? Не понял. Первую мы нашли, да. Это вторая. Нам нужны развалины. Но мне все-таки кажется, что это нифига не этот, как его. Не здесь. Где у нас еще могут быть развалины? А! Старые развалины. Окей, спасибо. Спасибо, Google карт. У нас есть еще одни развалины. Вот они. Ой. Так, вот развалины. Нам нужно идти от них на восток. Так, еще раз, что там пишут? Ой. А вон арка из камня. Надеюсь, я правильно иду. Ой, здравствуйте. Чем, интересно, они тут занимаются, а? О, наконец-то мы нашли. Наконец-то. Так, нет, нам, наверное, скорее всего, здесь нужно что-то искать.
А где именно, что искать, непонятно. Ах. Far over the misty water cold. Больше он ничего интересного не скажет? Камни слева у воды. Или с той стороны. Тут вообще камней нет. Ой-ой-ой, темнеть начинает. Где тут еще камни есть? Окей, как обратно. Все окей. Камни слева у воды. Где они? Какие камни? Тут ничего нельзя смотреть. Нас обманули. Ничего нет. Так у меня выбрано. А, нет, у меня не была выбрана, сори. А почему? Последняя загадка. На этот раз ясный я дам ориентир. Могучее древо у старых руин. Несметных богатств у него не найдешь, иное сокровище ты обретешь. О май гад.
The world hangs on small hinges, John. Even the most chaotic miracle becomes sequential when you take a closer look. I remember. Что нам еще раз надо найти? Могучее древо старых руин. Нам обратно к старым руинам, значит, надо, да? Это они? Да. А, я в кустах застряла. А, вон, наверное, дерево. Джано. Короче, нам туда надо. А, угу. Wait, what? Is this Mother's magnifying glass? How did it end up here? What happened? Sherry, you really need to learn to let miracles happen. The whole world is one big, unresolved, chaotic miracle. But they will become sequential if you take a closer look. I do remember what Mother told us, but that explains nothing. Just let things happen, alright? Besides, this little miracle will look perfect in our manner, don't you think? Дело раскрыто, ура. Так, еще у нас одна осталась. 3, 2, 1 продано. Вскоре после нашего отъезда какие-то вещи с особняка продали с молотка. Сомневаюсь, что мы найдем их на прилавках, но попробовать можно. Короче, нам что, нужно все магазины обойти? Нет, это слишком... Хотя... Ой, сейчас опять тут FPS начнет. Нет? Не начало. Да... Tired of your garden view? Visit my shop and my goods will brighten up your house. А как нам понять, что это наши вещи? Landscapes and portraits. Find the one that your house is. My goods will brighten up your house. А вот. Enjoy your purchase. Так, ладно, это, короче, потом мы как-нибудь сделаем.
Так, у нашего соседа Теодора хранились вещи, которые как-то связаны с моей семьей. Мисс Гилден оставила их на скамейке у входа в свой особняк. Что-то я забыла, где она живет. Так, она вот здесь вот вроде же, да? Так, а я так понимаю, что она уехала вместе с Полом. Вот это вот дочь мистера Гилдена. А с кем слон остался тогда? А, слона забрали. Письмо Теодора Гилдену от Вайлет. Дорогой Теодор, тебе хорошо известно, как сильно я ценю нашу дружбу. Я разделяю твою тягу к приключениям, а твоя поддержка в трудные времена была бесценна. Я бесконечно благодарна судьбе за то, что мы с Сигером оказались с тобой в одной экспедиции. Это знакомство изменило мою жизнь к лучшему. Тем не менее, я не слепая и не умею лицемерить. Я знаю, что твои чувства ко мне стали сильнее. Прости меня, Теодор, но я их не разделяю. Я должна как можно скорее избавить тебя от мук безответной любви. Я прикладываю к письму ожерелье, которое ты подарил на память о нашем приключении. Совесть более не позволяет мне его носить. Я знаю, что это письмо причинит тебе сильную боль, и искренне прошу прощения. Мое сердце отдано Сигеру, который ничего не знает о твоих чувствах. Если пожелаешь прекратить нашу дружбу, я пойму. От всей души надеюсь, что мы и дальше сможем встречаться для бесед и совместных проектов. Ведь это долгие годы приносило мне столько радости. С уважением, Вайлет. My mother always wore this around her neck until one day it disappeared. I was wondering where it went. She said it was a birthday present from a good friend. О, опять у нас флешбеки. I just had another glimpse of a memory, John. It's fuzzy, but I'm sure it happens somewhere in the manor. Finally moving forward. Shall we Да-да-да, пойдем. go? You know, I envy you, Sherry. You can talk to other people and they won't ignore you. And I envy you. You can ignore any person you're bored with. Well, I'm Hey, this is flattered. the luggage we brought from London, isn't it? This portrait was painted some time before my father's death. I would guess it's the only depiction of him that remains. Так, а что у нас, что нам нужно сделать? Так, ко мне возвращается очередное воспоминание. Я видел, как кто-то прячет в кармане ключ, и как закрывается дверь, за которой виден женский силуэт. Дверь находится на 2-м этаже. Кажется, рядом было зеркало. Так, где-то мы такое уже видели. Зеркало.
Так, это наша комната. Так, вот зеркало. Another one. There must be something important behind it. I can feel it. Да, что, я опять не прикрепила? Ну? I had a surprise for my mother. You had a shovel with you, John. I was holding an ancient Greek vase, or rather, quite a big piece of it. I remember now, we dug up the vase from Greek ruins here on Cordona, and were eager to show my mother right away. For some reason, the door was closed. We knocked. But nobody answered. We thought that she was busy. So we left the vase and ran downstairs. I decided to gather some archaeological tools in order to take a closer look at the vase. But then we heard something, didn't we? Yes. Came from upstairs. The vase was broken, shards scattered all over the floor. And your mother was standing at the door. Indeed, John. I doubt it was her. Let me concentrate. Otto Richter was standing there, furious at us. Dr. Richter told us never to disturb my mother when the door is closed. He said she had broken the vase. But we didn't believe him. I bet he smashed it. О, наконец мы в мамину комнату сможем попасть, да? The things are still here. Presumably Mycroft never felt the need to sort through it all. Or couldn't bring himself to. No. He would have put it behind him and moved on. My brother is not one for sentimentality. Во мне? А что у меня там? Что со мной не так? Опять у меня что-то с моделькой или что? Нет, все нормально. It reminds me of my mother. А что не так? This room always reeked with an acrid medicinal stench. And here is the reason. Straps on the bed. Just doesn't look right. Seems this was the most frequently used medication. 1 dram dissolved in a glass of water, administered daily. Not to exceed 1 dose in 24 hours, not to be given to children. Февраль 69-го года. Сигеру от Вайлет. Мой милый Сигер, увы, я так и не получила от тебя весточки. Надо думать, что письма никак не нагонят тебя в путешествие по материку. Надеюсь, ты здоров и скоро вернешься домой. Прости мое нетерпение, но жизнь без твоего нежного голоса и добрых глаз вовсе не жизнь. Да и мальчикам нужен отец. Я вижу, как они скучают, хотя ты знаешь, что Майкрофт старается не показывать чувств. Если предыдущие мои письма вдруг затерялись, знай, что мы переехали на Кордону. Я очень тебя жду. С любовью, Вайлет, февраль 69-го года. Oh, I would love to take a bath right now. Not this one. Surface corrosion suggests it was prone to extreme temperature fluctuations. For medical purposes, I suppose. Жутковато. Так, старый лист бумаги. Результаты осмотра 25 марта 69 года. Доктор Отто Рихтер.
В прошедшие 2 недели я каждый день просил миссис Холмс нарисовать пейзаж. Первые несколько пейзажей были аккуратными и точными, но каждый последующий рисунок имел все меньше общего с реальностью. Похоже, недуг быстро прогрессирует и влияет на зрение пациентки. Возможно, придется провести трепанацию. Некролог из Таймс, посвященный Сигеру Холмсу. Лондон, 21 августа 1965 года. Скончался мистер Сигер Морланд Холмс, знаменитый историк, археолог и эксперт по оценке предметов старины. В субботу во время оперы в театре Ковент-Гарден с мистером Холмсом случился сердечный приступ. Несмотря на усилия врача, привести его в чувство не удалось, и он скончался вчера в 6 часов 20 минут. Покойному было всего 41 год. Внезапная кончина мистера Холмса потрясла его многочисленных знакомых. У него осталась жена Вайлет и 2 сыновей, Майкрофт, 16 лет, и Шерлок, 6 лет. Прощание с мистером Холмсом состоится в среду на Хайгейтском кладбище. Заупокойную службу проведет преподобный Стэнли. It's a strange feeling to read about my father's death in the newspaper. I can't recall anything except the deep feeling of loss. You were too young. It happened before we even met. It's so sad. I'm sorry. No labels. I doubt it ever had one. There appear to be residues of the Всяким bottle's парам, contents Флинн. at the bottom. Так, заметки о состоянии Вайлет Холмс. 19 мая 1968 года. В ходе предварительной беседы выяснилось, что пациентка страдает от бессонницы и приступов тревожности, а также путает некоторые события прошлого. Назначил сильнодействующее успокоительное раз в сутки. Буду следить за развитием симптомов. 3 августа 1968 года. Успокоительное позволило свести приступы тревожности к минимуму, однако вызвало ступор, апатию и продолжительную хандру. Кроме того, миссис Холмс стала сильнее путаться в воспоминаниях и начала писать письма покойному мужу, считая его живым. Прописал еще 6 препаратов для восстановления психического равновесия, а также водолечение раз в неделю. 27 ноября 1968 года. Результаты приема препаратов весьма посредственные. Состояние растерянности усилилось, теперь пациентка находится в постоянном заблуждении. Любые возражения провоцируют агрессию. После нескольких попыток пациентки навредить себе самой или близким, я велел поставить на окна решетки, а по ночам привязывать миссис Холмс к кровати. Увеличил дозы всех препаратов, а также прописал дополнительные сеансы гипноза и слабые галлюциногены. Do you think the doctor could have used these tools here? I hope not. This room always reeked with an acrid medicinal... It reminds me of my mother. Так, что мы тут нашли? Так, нам нужно сделать химический анализ какого-то неизвестного вещества. Нет, ничего такого у меня нету, к сожалению. Так, что это у нас означает? Что у нас тут новенькое? Уменьшение -1 к значению реагента.
Так, нет. Как мне убрать? Нет, это не так. А, нет, подождите, у нас там должен быть минус. У нас там минус 4. Так, нет, не то. Опять я не то поставила. Ай, надо все забросить. Так, заново. Идеально. У меня по химии была 4, и то с натяжкой. Я очень не любила химию. Судя по результатам анализа, это получено из грибов галлюциноген. Так, а это где у нас было? Ой, у нас тут еще вот что-то есть. This picture was drawn by my mother. I recognize her hand. There's a date on it, 8th of December, 1868. This seems a bit odd. I can recognize my mother's style, but it's far too sloppy. Dated 12th of February, 1869. It's difficult to tell what this is meant to represent. There's no date at all. Смысла у тебя не было химии. Это как? Пыльная деревянная ручка, на конце у которой вырезан крест. Похоже, это ключ. Где это было? Может, это в нашей комнате? Да? Perfect match. А вот и трубка его. Still has a faint odor of tobacco, one of the few things on this island that smell like home. Made of cherry wood, father's favorite. Трубка Сигера Холмса. Небольшая прямая курительная трубка вишневого дерева, принадлежавшая покойному отцу Шерри Сигеру Холмсу.
Нам пришлось прятать ее от Вайлет, потому что она не знала, что мы стащили ее из кабинета в Лондоне. Древесина старая и стертая от частого использования, но за трубкой бережно ухаживают. Если принюхаться, можно уловить слабый аромат табака. Шерлок забрал отцовскую трубку себе, подозреваю, она имеет для него особое значение. My small archive of crime clippings. Maybe I should pick up this habit again. У нас тоже одна писанина была. Sharp and well balanced. It would be a pity to leave such a... Так, что у нас еще осталось? Tool behind. It reminds me of my mother. It reminds me of my mother. И... My mother loved flowers. They made her smile. I remember we would bring a new bouquet every week to make her a bit happier. That's why we collected all the violet flowers we could find on the island. Look what I found! The White King is under attack. Sherry, can you save him and checkmate the opponent in one move? Bars covering the windows from the inside. Да я понимаю, что лупа, но я почему-то не могу ее потрогать. You're not obliged to be here, Sherry. We can leave anytime you want. О нет, только не играть в шахматы! Так, что надо делать? Кто в шахматах разбирается? Отступить и спасти короля или защитить короля слоном? Oh, nice move. You saved the king and checkmated the black king with the rook. О боже мой, я не знаю, как я это сделала. Я сделал ход ладьей, спас белого короля и поставил черному королю шах и мат. Так, что? Да, у нас тоже такие учителя были, которые, когда переспрашиваешь, они еще и обвиняют тебя в том, что ты якобы ничего не слушал. Almost as good as mine. Возле шкафчика с лекарством. This room always reeked with an acrid medicinal stench. And here is the reason.
вот лупа как-то подсвечивается желтым, но я никак не могу с ней ничего сделать. It reminds me of my mother. Looks like it was damaged by a blunt object. Oh, it brings back some memories. Ура! The broken plate shards were all over the floor. Mycroft had to change his suit as the one he was wearing was completely stained. Mother was troubled that morning. Something we did upset her. Dr. Richter tried to calm her down. We had to put the tray with Mother's morning tea down, but why? It's starting to ring a bell. I think it happened in the morning. You're not even trying. Concentrate. You're not even trying, Sherry. Concentrate. You're not even trying, Sherry. Concentrate. I don't believe you! Liars! Get away from me! It's not true! It's not real! What? Oh. Everything will be okay, Sherry. I promise. It was the morning of the 9th of April, the day my mother died. Утро 9 апреля выдалось тяжелым. Маму что-то встревожило. Это кончилось истерическим припадком. Она швыряла еду, кричала на врача и называла его лжецом. Мы с Джоном хотели принести ей чай, но я испугался криков. Единственное, что пришло мне в голову, спрятаться у кровати и подождать, пока все утихнет. К счастью, Джон был рядом и успокоил меня. Она с ума сошла, видимо, после смерти отца. I'm sorry. That explains why you locked the memory away. There must be more, John. That was the morning of her death. I need to know what happened. John! Джон начинает пропадать. I just don't... Please, Sherry, leave it be. Just breathe, John. You know that I cannot leave the last stone unturned. We are so close. I know. But can we at least leave it for another day?
Well, history tells us these memories are triggered by our investigation of other matters. I suspect it could not be forced even if I so desired. Thank you. How are you feeling about all this? Tell me, I'm not Да the мне only one жалко reeling. Джона. Он хоть и выдуманный, нам тоже плохо. Wrong, sad. Like they're the memories of another man. I'm struggling to reconcile my love for my mother with the reality of who she was. And worse, what possessed Mycroft to lie about it? There are precious few pieces of this puzzle remaining, John. Let us dawdle here no longer. Indeed. Wait, did you hear that? Yes. Metallic salts. What is this sailor doing here? Sherlock Holmes, isn't it? With whom do I have the pleasure of speaking? You could call me your new game. The rules are simple. I have something for you, but you alone must work out what that is. And that something is my prize, I suppose? You're a fast learner, sir. Нежные руки. Ко мне домой пришел мужчина в одежде матроса и предложил игру. Розовая краска в волосах выдает его причастность к миру искусства. Хоть он и одет как матрос... Аваст, спрячься. Хоть он и одет как матрос, кожа на ладонях нежная, без мозоли. Этот человек не занимается физическим трудом. Мало кто из художников знает, как меня зовут и где я живу. Скорее всего, игру устроил Фогель. В кармане фальшивый матрос держит что-то небольшое с острыми углами. Думаю, он работает в галерее Фогеля и пришел, чтобы передать мне приглашение. Да, я думаю, это так. I cannot believe that Mr. Vogel has somehow successfully called my attention to his gallery. You're here with an invitation to visit it, obviously. My word, you are fast, Mr. Holmes. Could you explain how you came to that conclusion? Of course. Explanations are my favorite part of any conversation. Hands without any sign of regular physical activity in contradiction to one who would most usually wear such a uniform. The paint in your hair is pink. I don't know of any military service that paints their ships pink, unless they have launched a new fashionable a sailor with the soul of an artist? I would suggest rather a gallery employee disguised as a sailor to mislead me. How many artists on the island know where I live and of my passion for deduction? Werner Vogel is clearly at the top of the list. And you've been attempting to conceal something square-shaped within your pocket. An invitation, I suppose. An invitation to Mr. Vogel's gallery. That was remarkable, Mr. Holmes. Mr. Vogel was right about your genius. I think he may have even underestimated you. This is your invitation. Please tell Mr. Vogel that the seed has been planted. He asked me to tell you to do so, if you win this little game. Farewell. Мой дорогой Шерлок Холмс, вы уж наверняка догадались, что я приглашаю вас посетить мою художественную выставку. Не только ради созерцания прекрасного, но и из нужды в ваших выдающихся способностях. Спуск прям нежные ручки. Не знаю. Галерею вы найдете в караван-сарае на перекрестке Базара Роуд и Гермес Авеню в старом городе. Искренне ваш Фогель. Забыл его имя уже сразу. Заморовская муза. Ну что, пойдемте, у нас новое дело. Так, куда там нам нужно? Фогель пригласил меня в галерею. Она находится в караван-сарае на перекрестке Базар-Роуд и Гермес-Авеню в старом городе.
Тут еще какой-то мужчина стоит. Mr. Sherlock Holmes, I presume. Correct. With whom do I have the pleasure? Emilio Estevaux, happy to make your acquaintance. I am here on behalf of Mycroft, your brother. He's on his way to Cordona. In the meantime, he requests your assistance with a sensitive matter. My orders are to provide you with the details. You have my attention, Mr. Estevaux. Mark Ridley, the son of General Arthur Ridley, is being blackmailed. Suffice to say, the compromising material is of a delicate nature. The matter is of no small importance to the Crown, especially given the status quo on Cordona. What about the status quo? The Ottoman population holds a certain animosity towards the colonial rule. It's been this way since we took over the island. General Ridley made concessions with their leaders, but I'm afraid we are still teetering on the edge of open hostility. What does Mycroft want me to do? Retrieve the blackmail material? No, sir, nothing of the sort. Mark Ridley is meeting the blackmailer atop the old city bridge tower. You shall observe from a distance, then establish the blackmailer's identity. Do not attempt to arrest him. We'll handle it from there. Saving the best for yourself? Fine. There is a cafe just over the bridge that provides a good vantage point. Please report to me when you are done. I'll be waiting for you here, and remember, discretion is of the essence. Так, ну сначала мы по этому делу пойдем. С галереей. Нам еще, кстати, в магазинчике надо забегать, смотреть, что можно там прикупить. Don't miss out on the best. Marhaba. It's a good day for a purchase. Ай, давайте все покупать. May your purchase bring you joy. Oriental rugs at a good Let's pick something that suits you. Броня Джона. Don't leave. Take one more look. Нам, кстати, дали что-нибудь? Нет? Так, Фогель пригласил меня в галерею. Находится в караван-сарае на перекрестке Базар-Роуд и Гермес-авеню в старом городе. Mr. Holmes, you came. Oh, how kind. Какой-то он слишком подозрительный, этот Фогель, если честно. Мне кажется, он будет главзлодеем. Your man's disguise was easily debunked, Mr. Vogel, but I shall admit that you planted in me the seed of curiosity. Ah, terrific. I had no doubt you'd put the pieces together. Let us call it an opening gambit before the real game begins. So, this little game of yours, what's it about? An enigma to solve. A locked area in the basement with no windows found brutally vandalized. А кто, если бы не выиграл бы миллион, сразу бы их не слил? What about this intrusion? What happened? Last night, I was about to leave the gallery when I heard a noise downstairs. I went to the basement, but I didn't see anything out of the ordinary. It was admittedly a rudimentary inspection. It is not uncommon to get rats down there, so seeing nothing of note, I left and locked up the building. When I returned this morning, alas, I discovered that part of the exhibition had been torched, and there was no sign of the intruder.
The mystery being, of course, that all the doors to the gallery were locked exactly as I left them. And the door to the basement is the only entrance? Correct. Tell me you're not intrigued. And this locked area downstairs, what exactly was it? The under gallery. It's always shut, and I'm the only one with the key. Ah, so this is your private collection, not part of the gallery. Oh no! Я бы, It's an exclusive если бы exhibition of eccentric pieces. выиграла бы миллион, Only я a бы обновила select бы себе cadre комп. of artists, investors, and В первую collectors are очередь. admitted. Not everyone deserves to have their eyes open. Well, this matter is certainly within my wheelhouse. This intrusion troubles me. И ремонт Please бы, take a может look быть, around if you're сделала willing. дома. The under gallery is through the door at the end. I will see what I see. Так, прошлым вечером Фогель услышал шум в тайной галерее. Он спустился туда, но не стал внимательно осматривать комнаты. А мы осмотрим. Где тут подвал у тебя, дорогуша? You sure you don't like art, Sherry? Back home, we've got a taxidermist. He's gonna have a heart attack when he sees what I bring him. A simplistic attempt at provocation. Фу, я надеюсь, что это не настоящая разлагающаяся акула. Old, and hasn't been used for a long time. The left step's length is shorter than the right. It indicates that the walker was lame. Что за БДСМ вечеринки тут происходили? Sherry, how about some company in that dreary chamber of yours? Leave my loneliness unbroken, John. A handprint of the thing from another world. But it looks fresh, and its coal origin ruins the effect of the extra mundane. Sodden and mold-ridden. One presumes deliberately. Да, для картин, конечно. Ugh, sheer vandalism. Only an ignorant person could do such a thing. A Malpalbot. Что, аналог Мальборо? Coal fingerprints. I think we're looking for a man with a coal moustache. Грибочки. Parasites of creativity. Or just a reflection of the artist's recreational interests. Saturn devouring his son. Of grim composition. Unflinching in its ferocity, yet somehow beautiful. Так, мы с Джоном спустились в подвал галереи Фогеля. Там хранится художественное произведение, доступное только избранным гостям. Каждая комната названа в честь автора эпохи декаданса. В комнате Суинберна мы нашли гроб со скелетом. Кто-то подвинул скелет с места и оставил на крышке отпечаток ладони, запачканной углем. По комнате Франка кто-то ходил в обуви, перепачканной углем, шаги левой ноги короче, что указывает на хромоту.
Большинство картин в комнате у Альда сняли со стен. Посреди комнаты куча пепла от сожженных картин, но в одной из рам, похоже, не было холста. Рядом мы нашли окурок сигареты МЛП с угольным отпечатком пальца. А здесь мы ничего не нашли? Рил? Опа. Closed with a metal bolt. Footprints. Size 9.5. Так, с внутренней стороны дверцы угольного желоба. В комнате Франка заперта, но с ее внутренней стороны мы нашли свежие царапины и магнитную стружку. Внутри желоба остались следы обуви. Я правильно говорю? Желоб? Верно? Так. Мне кажется, что он пришел откуда-то отсюда, получается. You're not even trying, Sherry. Concentrate. The intruder entered the basement through the coal chute. He used a magnet to open the hatch bolt. He accidentally pushed a shovel to the floor. Vogel heard the noise. At the sound of his approaching footsteps, the intruder hid inside the coffin. When Vogel entered the basement, he failed to notice anything strange and left without properly checking. Жолоб. The intruder waited until Vogel had left the caravanserai before burning the paintings in Wilde's room. But the vandalism was a cover for the theft. Так, пойдемте спросим. The pieces are not what I expected. What do you think my collection is about? Extravagant paintings have been left to rot in a basement. A commentary on decay and the crumbling of society, correct? I don't know. Well, that's absurd. Of course you know. It's your gallery. There is no one answer, no singular truth, but many filtered through the subjective mind. That forgetting, embellishing, lying machine. Besides, what's wrong with a lie if it makes life more interesting? What's wrong with a lie? It corrupts the ability of others to behave freely and rationally. Men never act freely and rationally anyway. It matters not what is or isn't in the end. The only important thing is how you feel. And I simply want to feel and consume as much as I can. Don't you? Feelings are simply one's animal ancestry trying to wrest back control of the brain. I try to avoid the distraction. You try not to feel, even in a place like this? None of it moves you? To be frank, I struggle to
maintain even a whit of interest in art. But Mr. Holmes, it is joy incarnate, mankind's greatest achievement. Mankind's highest achievement above all others is objective and rational thought. I see then why you dislike art, for it means whatever you want it to. Спор этого какого? Спор технаря и гуманитария. Mr. Vogel, my investigation has revealed that the intrusion was not merely vandalism but theft. The limping visitor left your place with a canvas. That's very impressive. This thief was familiar with the gallery and he was sporting a limp. Do any of your clients or artists come to mind? My. Your attention to detail is remarkable, Mr. Holmes. I should introduce you to Bosch's works. Alas, I'm afraid I cannot suggest a culprit. The fire was a clever attempt to hide a stolen painting, even if it didn't fool me. I found the remnants of an empty frame in the pile of ashes. The canvas had been removed. Do you know which paintings in the Wild Room may have interested a thief? Were any particularly expensive? Those pieces belong to a well-known artist named Boniface Mercurio. They're controversial, but not of a notably high value. The intruder entered the basement through the coal chute. He used a magnet to open the latch and dislodged the shovel while doing so. That's the noise you heard yesterday. When you went downstairs to investigate, he hid in the coffin. It seems I should have checked the space more thoroughly. There's something more, is there not? I can see it in your eyes. Indeed. There is another intriguing angle. I recently received an anonymous offer for one of Mercurio's works. The sum was more than fair, and indeed could have saved Mercurio from his artistic poverty. But he declined it. Was it a performative whim? Some artists lionize pain and hardship as if their work would be worse after a meal and a hot bath. I cannot tell. But not only did he refuse the deal, he insisted on displaying the painting in the public space. I was hoping to change his mind, but artists are a special breed of stubborn. What was depicted in the piece? A bound woman, wrapped in robes, being penetrated by a red devil that stared at us, the viewer. The beast had numerous tails growing from his back, and a large crowd gathered around the pair, silently watching the orgiastic scene. Okay, well, given the nature of the other works on display, it's hard to see why that one stood out. What could possibly be its value? The evaluation of art is very subjective, Mr. Holmes. After all, art is everything. A poem, a bruise, the beads of sweat on your beloved skin. Even a masterfully solved crime. I'm not sure I see the connection. Regardless, the painting was one of a series called The Sabbath Night in Cordona. The works depict sex, violence, and other controversial acts that life, for better or worse... Все, что мы любим. I see. I'm not sure that you do, but that can wait for another time. So where can I find Boniface Mercurio? I know he lives somewhere in Old City, but couldn't be more specific. He's a prominent figure, so finding him shouldn't be a problem. Well, I believe I have enough to begin. Thank you, Mr. Vogel. Your gallery certainly has unexpected depths. I'm delighted to have been able to please a friend. In return, I expect you to come back with good news. Or at least with a good story. Привет, порошочек. Так, все улики найдены. Здорово. А нам, получается, нужно сейчас дойти до... До куда? В редакцию? Или в ратушу? В редакцию, наверное, если он был известным. Наверное, про него явно что-то писали в газете, в журнале. В газете.
Мы, кстати, в редакции еще не были. А, нет, были. Mr. Holmes, I have something for you. Mr. Holmes, I see what you're up to. Mysterious stranger pursues betrothed woman. But please, let us keep things professional. I have in my possession an envelope. Пирожочек, ты же в курсе, что скоро Новый год, и я тебя жду? Tell me, are you interested? Так, сейчас, погодите, у меня для вас очень важное событие. Хорошее завершение недели. И это значит, что у тебя нет Нового года? I believe I am, but to be very clear, Miss Sertle, my interest extends to the message and not the messenger. So he claims he's not a gal sneaker, seducing women everywhere he goes. Perhaps the truth is even more scandalous? Что с ее глазами? Почему они красные? И вот сразу после зачетной недели приедешь. The British Empire can abide it no longer. Mycroft insists they be disbanded. But this organization only falls with the capture of their odious leader, Friedrich Panzer. And note well, I did say capture, not kill. Inside your Реально, что с ее глазами? Почему они красные? But alas, we do not know in which Friedrich Panzer resides. So even Mycroft has his limits. Indeed. You must be sure to identify the correct warehouse before entering. Because once one is compromised, the other's occupants will scatter. Here are all the files, and feel free to use the archive too. Банк с пивасиком. Какую еще я банку могу открывать на стриме? Miss Sertle, if you're quite done with the redundant instructions, I shall get to work. Well, that's perfect. Tortured hero lashes out after rejected. Препода хотят уволить из-за того, что он противопрививочник. Блин, Пирожок, это твой препод, походу, это я. Потому что я тоже... Нет, я не антипрививочная, просто я пока еще не сделала. Я тяну пока что с этим моментом. Но в инопланетян я верю. В 5G вышки то, что... Нет. Я просто боюсь уколов, вот и все. Так. Адрес Меркьюрио. Фогель сообщил, что художник Бонифаций Меркьюрио живет в старом городе, но он не назвал точный адрес, однако заметил, что мистер весьма известен. Старый город. Драка на выставке. Да, я помню, что я тебе такое рассказывал, да. Но я не говорила, что это так. Я говорила тебе, а прикинь, если нам прививки делал для того, чтобы, наши суперспособности подавить. Я реально так думала. Типа, а чё нет? Не, я энергетики вообще не люблю. Флин.
На прошлой неделе так называемые сливки творческого общества устроили очередной скандал. Все началось на выставке продаж картин, которые здешние художники назвали «День декадансу». Сори. Директор печатного дома «Лев» Даррен Тервик нарушил общественный порядок, швырнув стул художника Бонифация Меркьюрио, известного своими необычными картинами. Позже мистер Тервик объяснил поступок тем, что мистер Меркьюрио опозорил его доброе имя. Автор статьи любезно напоминает, что мистер Меркьюрио и миссис Тервик недавно видели вместе в кофейне. Дирижер Курт Галлахер вступился за друга и надел на голову мистера Тервика картину. Началась драка, к которой присоединились другие гости выставки. Вскоре на место прибыл отряд полиции. Великосветских забияк арестовали и на неделю поместили под стражу. Словом, выставка удалась на славу. От всей души рекомендую приобрести оттуда сувенир на память. Увы, сейчас выставка закрыта, но Бонифаций Меркьюрио приглашает читателей заглянуть к нему домой и купить приглянувшуюся картину. Вы найдете его на Гермес-авеню между Скарлетт-стрит и Олив-стрит в старом городе. С первого раза нашла, между прочим. Ой. Так, в старом городе на Скарлетт-стрит и Олив-стрит. На Гермес-авеню. Так вот, Скарлетт-стрит. Скарлетт-стрит и Олив-стрит. Вот Олив-стрит я вообще не... А вот. Вот это, короче, вот здесь. Не, мне кажется, они на вкус все одинаковые. Энергетические. На вкус они как ягуар. Такой вот химозный какой-то... химозно-ягодный вкус. Прям... Фу. Ой, ой, я по мальчику пробежалась. Так, где? Квартира Бонифация Меркьюрио. Сюда, что ли? Excuse me, young man. Excuse me. Greetings, ma'am. I'm looking for the... I don't care who you're looking for. You shall not pass. No visitors allowed. I wish to buy a painting from Mr. Boniface Mercurio. Is he at home? Dearie, tell me, because old age has made me blind. Did someone write information bureau on my forehead? Кстати, все бабки одинаковые. Вот эта бабка очень похожа на чувака. На ту, которая портниха. Или это она и есть? Не понял. No visitors allowed. Так, что? Нам нужно переодеться. Ну, во что? Так, ясненько. Только жильцы. Где у нас тут магазин одежды? Да, нам нужно одеться, как на фото.
Come. Decorate your house in Oriental style. Let's pick something that suits you. Вроде он в такой одежде был, да? A good choice. A good Ля, choice какой indeed. мачо. Не идет ему эта прическа. Так. Don't pass by. Welcome, welcome. Welcome, welcome. Ага, вдруг у него авторские права. Где? Я потерялась. Boniface, sweetie. Is that you? Ah. Old age does terrible things to one's sight. I didn't recognize you at first. How are you, Mum? I'm ashamed to admit that I've lost my key. Do you have a spare? For heaven's sake! How many times will you lose that key of yours? Of course I have a spare. You artists all live in your own little world. Please, accept my thanks. I would rather accept your rent. You promised to pay me several weeks ago and I'm still waiting. I will pay you, I promise, very soon. You'd better do, my Хотя dear. нет, сбоку Or else ему I'll just прикольно change the это, law. с этой And I won't прической. fall for those cow eyes. Блин, у него еще борода была, ну ладно. Так, а где он живет? Не здесь. Упс. У нас труп. Aunt May whiskey, brandy bucks. Quite a collection he had here. I wonder where he got that fancy camera. It appears the wine was truly awful. Despite the overall tendency towards mess, you cannot sit with the drawer pulled out like this. Someone left it after searching. Нет, не оффаем пока что. У нас с вами еще 40 минут есть. The blood has dried. I've heard of this style of painting. It is called Oh. expressionism. Don't look at me like that, Sherry. I will not touch that dirty floor. Ты что, рисуешь с прозрачными чернилами или что? Ой, ему горло отрезали. It was inflicted by a razor or a knife. Горло отрезали. Красные палатки. Soaked in blood. It seems as if the puddle of blood was here before the rags. Judging by post-mortem rigidity, the body lay here for 1 or 2 days. Он что, 2 суток лежит? Фу, он, наверное, там воняет уже.
Что здесь еще? Что мы еще не увидели? A normal kitchen knife. Could be the murder weapon. Red skin, tails on the back. Блин, мне нравится эта картина. Она такая очень такая стильная, классная. The photograph was not pulled out in time. Such a waste of material. The photograph was not pulled out in time. Such a waste of material. Look at this, John. Isn't it our stolen demon? О, это реальная фотка, вы видели? The chest has been searched. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Mercurio was developing photographs when the intruder snuck in. Mercurio heard him coming. While the thief was searching the chest, the painter ran towards him with a bottle in his hand. He smashed it across the thief's head. The intruder had no choice but to defend himself, and the weapon of opportunity happened to be a kitchen knife. Так, не надо тут художников оскорблять. But the wine-blinded thief attacked Mercurio's throat. When the thief came to his senses, he saw Mercurio bleeding on the floor. He grabbed the rags and tried to bandage him, but it was too late. Why did Mercurio attempt to snatch the painting in the middle of a fight? To strike the intruder? Not with his painting, it was too important to him. Так, что у нас есть? Так, в квартире Меркьюрио мы обнаружили на полу труп. На столе у входа мы нашли разбитую винную бутылку и сломанную раму, за которой зацепились синие нитки. Ящики стола были открыты, в них что-то искали. На полу лежала картина, испачканная в крови. В соседней комнате Меркьюрио устроил фотомастерскую. В проявителе мы нашли испорченную фотографию. Так. Вор не хотел убивать Меркьюрио. Некто собрался к Меркьюрио ради кражи, а не убийства. It's time for some chemical magic, John. Привет, Векспер.
Так, 2, 1 и минус 4. Это было очень изи. Я удалил кровь с картины с помощью реагентов. Это интерьер комнаты Меркьюри. That doesn't look like the painting we need, Sherry. As expected, but that doesn't mean it won't tell us anything. Let's put it on the easel where it belongs. I guess this is his most ordinary painting. Spot the two differences, John? Да, я заметила. If the intruder didn't take it, the skull should be somewhere here. Nothing behind it. Monster was actually a man. Poor girl. John, you ought to be thrilled. We are now hunting the devil himself. What were you saying, Sherry? I was too busy sketching the scene, you know, crimes and such like, daily routine. Did you find something? A photograph. It depicts a man in a red suit with tails sprouting from his back and multiple people in masks watching the scene. It all adds up. But the act of love, it wasn't given willingly, John. It was a violation. And the girl, she was with child. Give that to me now. Как интересно. No. Although the victim is not from Cordona, she is African. Look at the ritual scars on her face. Get that image out of your brain. You have to continue the investigation. I must speak to the landlady. Perhaps she saw or heard something. Sherry, you cannot tell her the truth about Mercurio. It will hurt her. John, that's illogical. Sooner or later, she will come here and discover a corpse, and I still need to talk to her. Just avoid mentioning corpse, all right? Stick to the character, tell her to call the police. I'll take that into account. And wait here. I've redrawn the people in the photograph. Now you can proceed with your investigation without those horrific details. А почему нам не показали эту фотку? Может, она у нас есть? Нет. Так, у нас еще что? Вот он мог искать фотографию. Возможно, незваный гость пришел за той отвратительной фотографией. Жалко, что нам не показали. What's wrong, dear? You look like you've seen a ghost. Can you tell me if anyone else has recently entered the flat? Oh, you're talking about that limping man. I'm sorry I let him in. I was scared. And I thought maybe he would motivate you to find money so that you would pay your rent. No offense, dear.
Can you describe him? Oh, so you weren't at home. I was so certain you didn't leave your flat that day. He was of average height, had a limp and a tattoo on his neck. Получается, она впустила его убийцу. Cigarettes. My husband used to smoke those. They have a horrible smell I can recognize from a mile away. Can I ask a favor? Of course, dearie. Please call the police and ask them to enter the flat. And don't look inside until they come up. What? What trouble have you stepped in this time? It really doesn't matter. Thank you, Mum. Учтивый джентльмен нам дали. Заморская муза. Phew, Sherry, that was close. But you did everything correctly. Now, take off your... Да, я согласна. Ой, и, наверное, надо причесочку свою нормально сделать. А у кого нам спросить? У обычных людей? Excuse me, just one question. You shouldn't have left your mansion. You won't get any answers. Не-не-не-не-не, нам, я знаю. Нам нужно спросить у... этого вот, мне кажется. Мне кажется, он нам чем подскажет. I think I'll leave the exhibition in its current state for a while. I'll call it The Art of Vandalism. Нет. Так, а у кого же мне спросить тогда? Is this familiar to you? Money can't answer your questions. Hey? Live with it. У полицейского? Найти вот тут еще полицейского. Одни бунтюганы какие-то разгуливают. А где-то тут были, я помню. Я их видела. Двое стояло. Может, их ночью нет? Ой, а во что ты играешь? Тут же ничего нет. Нужен особенный? Особенный полицейский? А как он... Какие у него отличительные особенности должны быть? Вообще ни одного полисмена не вижу.
Так, я не вышел со старого города. Not bad. Да, если они тут, каждая моделька одинаковая у них. Какая у него должна быть особенность? Help me, please. Why should I care about your troubles when you don't care about mine? А, вон я вижу полицейских. Is this familiar to you? A solid question, sir, but I don't have the answer. Everyone's looking at us, Sherry. You sure you know what you're doing? Not bad. Мне кажется, тут ночью вообще полицейских нету. У меня такое ощущение складывается. Do you know anything about this? Mr. Moneybags, can I give you a piece of advice? You don't want to bother me. Точно у полицейского? A fresh newspaper? I wish you pleasant reading. Может, мне просто переодеться? Don't miss. Let's pick something that suits you. A good choice. A good choice indeed. Oriental rugs at a good price. May I ask you something? Stay away from me and from people like me too, or you'll regret it. Selam. Can you satisfy my curiosity? I'm sorry, my brother, I know nothing about it. Time to check your who, what, and what, Sherry. Who are you asking? About what? And dressed as what? Excuse me, just one question. No, brother. That's out of my knowledge. Может, надо рядом с галереей у кого-то спросить? Вот у него, например. Вообще никак его нельзя. Нельзя никак. Do you know anything about this? That's new to me. There is nothing I can tell you. Hmm. Can I ask you a question? If you ask that again, I'll find where you live and break your windows. Everyone's looking at us, Sherry. You sure you know what you're doing? Could you help me? Keep your nose out of other people's business. Is this familiar to you? No, brother. That's out of my knowledge. Oh, I am bored. Call me. На карте Скаладио. Здесь, что ли, где-то? Тайфун. Или вот тут? Вот здесь? When you find the answer.
Как мы должны найти самостоятельно именно определенного полицейского? По всей кордоне бегать, что ли? Или, может, я что-то упустила? Ой, ой, ой. Can I ask you a question? Nothing I can tell you, sir, but others might know more. Так, чуть-чуть справа от моста. Тут, что ли, где-то здесь? Ну, там навряд ли. Do you know anything about this? Your money doesn't impress me. Я не вижу больше никаких полицейских. Excuse me, just one question. A solid question, sir, but I don't have the answer. Особенный. Справа от моста. На сером пятнышке тут. Вот здесь. Это же правда, да? Вот тут. Надеюсь, ты нас не разводишь, Тайфун. Ой, 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 чуть не упал. Beasts! Ай, куда-то мы пришли. Это, походу, и есть особенный полицейский, да? Ой, я упала. Murderers! They're completely livid. First they come to our land, then they murder. Where do you think you're going? Speak with the chief. Sir, this place is off limits to the public. Please state your business or leave, or I shall request that the police escort you out. My name is Sherlock Holmes. I'm a private investigator. I'm looking for a witness for a case. A private investigator? Really? Even so, you're not authorized. I can't let you in. And you are? I'm Ronald Harlow, here to handle the refugee situation on behalf of City Hall. I'm the acting supervisor here, so I have full authority here to ask you to leave, or I shall order the police to detain you for trying to pass the blockade. Please, step back. Работает в темном кабинете. Хочет казаться старше. Редкие усы. Хочет выглядеть авторитетно, одет не по погоде. Волнуется и потеет. Сидячий образ жизни. Рональд Харлоу, бледный, молодой человек, которому губернатор поручил следить за порядком в лагере. Задание ему не по душе, но он старается выполнять его на совесть. Четко соблюдает правила и делает все, что от него требуется. Однако он привык к кабинетной рутине, и ему трудно работать с людьми. Чтобы казаться старше, отпустил жиденькие усы. Бледная кожа, мешки под глазами указывают, что он
Проводит время в полутемном кабинете и, судя по чистым, совсем не изношенным туфлям, почти из него не выходит. Надел деловой костюм, желая выглядеть внушительнее, но не учел сегодняшнюю погоду. Он волнуется в непривычной обстановке. У Рональда вспотели ладони. Мне кажется, так, да. What about the murder that this crowd keeps shouting about? It's mere assumption. I assure you that the situation is under the police's control. I know you want to deal with this in the right way. You are obviously a professional and a responsible person, but you clearly have never handled a situation like this before. I am handling it, Mr. Holmes. Don't question my capability here. And tell me how you do it. You can't even calm this gathered crowd, and as for the police, they're not quite managing it either, are they? You consider yourself a problem solver, but until today, you've been solving problems sitting at your desk in a dark corner of a city hall room. Here, you need a more practical approach. What are you driving at, Mr. Holmes? I can help you to handle the situation if you're truly interested in solving things quickly and quietly. And how exactly would you manage that? Simply tell the police that I'm with City Hall and I'm permitted to investigate the scene. I'll work out the rest, but in return I need your help finding my witness. She's a young refugee. She's with child or was with child recently. Look, there is indeed a dead body inside the camp. So even if the girl you are looking for is there, all the refugees are now being detained and interrogated by the police. They won't allow you to speak with her, and I can't do anything about that until the situation settles down. So it's in our mutual interest to settle it. Oh. I suppose that things are bad enough that I ought not shy away from help. All right, Mr. Мы Holmes, угадали I'll tell своего the police to allow you to портрета. come inside. Just tell me when you're ready. Mr. Harlow, how did the refugees end up here exactly? Oh, so you're not from around here yourself? I've been away for some time, but I read the papers. Yes, this whole story has been in the papers for almost a year now. They were smuggled to Cordona on a ship from Africa. Smuggled? Then why didn't you deport them? The smugglers managed to sneak them Ну to там shore and hide them же inside an abandoned сказали, что он warehouse. типа When the police хочет raided the warehouse выглядеть and found the refugees внушительнее, there, the ship was already gone. но немного с We aren't погодой even не certain as to подгадал. which ship it was. We have busy shipping routes with other colonies these days, you see. So you decided to lock them up under a bridge? There was no other option. We're still trying to work out what to do with them. I only hope we'll find a humane solution and not put them on a raft and float them out to sea. Mr. Harlow, what exactly do Так you он do? даже не полицейский, он служитель What I ратуши. do and what I am responsible for are two different realities, Mr. Holmes. On paper, I am in charge of the camp territory, security, provision, and the refugees in general. What I actually do most of the time is knock on every city hall door trying to obtain some funding, or at least rations for the camp. The police here on City Hall's behalf too? They are, minus those who came here after the body was found. The governor won't let the refugees И не disperse into простой the island, полицейский, а so there's a особенный. significant police presence guarding the camp. Naturally, they answer directly to the police. I have some influence here, but I'm not their direct authority. I'm ready to take a look at the scene. All right. Go inside the camp and find Inspector Tewkesbury. He's the officer investigating the scene. Tell him I sent you. Say you're an independent expert from City Hall. He'll fill in the details for you. I'll find my way with words. Thank you, Mr. Harlow. Beasts! So they keep these refugees under a bridge like proverbial trolls. No wonder the people outside are so disturbed. Когда съехала от родителей. О нет! Фух, я чуть не застряла. Who the hell are you? А вот это вот, How did you видимо, Mr. Ronald Harlow, особенный let me in, sir. полицейский. I'm Sherlock Holmes, a surveyor of refugee affairs with City Hall. You're Inspector Tewkesbury, I presume? A surveyor? What does that even mean? In short, I've been sent to conduct an extensive report on the incident for the Colonial Office and to assess all the damage inflicted on state property. Got it. Another paperworm sent to count money and get food for archive mold. Go on, look around, but don't make yourself too at home. As if I didn't have enough problems before you appeared.
Could you first tell me what happened here? What happened? People from the bridge above the camp heard a woman screaming and saw a mass of refugees attacking a man. Clearly not a refugee. When the camp guards came by, the man was floating in the sewage canal with a knife in his chest. Bam. A murder. Big news for Cordona. I'm sure. Thank you, Inspector. And none of the refugees were harmed? One fellow was cut. He's lying over there near their kitchen. He's in a bad way. You mentioned a woman screaming who attracted Ты bypassers on the кто ты? bridge. Ты псих? No, she's all right. Так but мило, perhaps the whole псих. debacle started because of her. She Какой такой started waiting смешок, when the милый. refugees stood up for her. Псих. And where is this young woman now? Back there in the shacks, same as the rest of the refugees. She's been questioned by my men, but she's just some refugee girl. Can't understand much English. Did you learn anything about the dead man? The fellow looks like a thug. I've had dozens like him fished out of the sea over the past 20 years. Ever since these refugees arrived, there have been people on Cordona with bad blood in them. My best bet is that this thug had something against them too. And no clue as to his identity? He had some items on his body, but nothing to indicate who he was or where he was from. I think I should catalogue his possessions in my records. Go on. They're on the table near the body. Do you have any suspects yet? You're joking, right? I've got a whole camp full of suspects. And if you ask me, this bloke had it coming. Better bury him and forget about the whole thing. And now there's a crowd gathered at the camp, and my superiors say we must thoroughly interrogate the refugees. At least those who can understand any English. Do you believe that your superiors wish to get rid of the refugees? I think that both our superiors would rather keep the story quiet. Since that's an unaffordable luxury now, they're looking how to protect their public image. That's why I have to waste my time waiting for my people to turn every stone and befriend every refugee. Ой, какой важный Here we мужчина. go again. Number of hours on Cordona before stumbling upon another dead body. 0. Clearly a left handprint here. A furrow in the ground. A blood trail leading to or from the canal. A fresh crack, as if the crate was hit recently. Someone bled profusely here. Malpal, soaked with salt water. £1,000. A fair sum, especially considering British currency isn't very common in Cordona. A simple leather sheath. Perfect for a dirk. А нам можно трогать это? A steel dirk. Мы не оставим отпечатки A common пальцев? accessory among А, мы sailors же в and soldiers. перчатках. An interesting tattoo. Does it mean something? Татуировка на шее, и он еще, наверное, и хромал. Я уверена, он хромал. Coal dust under the nails. I don't see much coal around here. Это наш этот, как его, который приходил за картиной. Heavy boots, with one sole far more worn than the other. This man was limping John. I'd say the blade penetrated upward, however the wound is too messy to be certain. A violent death. This man, limping. Coal dust. I think we're onto something here, John.
If they find out about the passage, everything will go to hell. If they find out about... Блин. Лагерь могут полностью закрыть для посетителей после того, как там нашли тело. Полицейские беспокоятся, что из-за этого их заработок иссякнет. The coppers... Sherry, just look at this. Living quarters in a sewer. What kind of a genius bureaucrat came up with this idea? Так, что у нас там по времени? Еще 3 минуты. Police boots. Always have a man's footprint. A heavy boot with a worn-out sole. Oh, carnelian agate beads, a traditional African adornment. Нет, ты шо, завтра на работу уж надо. No hint of blood or impact. It might have been used as an improvised weapon. The blood sprayed off the blade after the strike. Someone was dragged against their will. The cut is deep, potentially serious if not treated immediately. He is in shock, feverish and dehydrated. Sherry, you know first aid. Surely you have a duty to help this man. You can't leave him to certain death. You know what? I'd like to understand. What? How did our dead man end up inside the camp in the first place? Так, не... Все, давайте заканчивать. Продолжим уже завтра. Бабки не проблема? Что-то не помню, откуда эта фраза. Честно. Да, спокойной ночи. Всем хорошего вечера, спокойной ночи, приятного аппетита. Всем хорошего начала недели завтра. Продуктивного дня вам, продуктивного понедельника. Вот. Всех чмок в пупок. Кто не придет на следующий стрим, тот лох. Вот. Всем спокойной ночи. Пока-пока-пока.